Пользователи сети пишут о возросшей популярности многоженства среди россиян разных вероисповеданий. В социальных сетях насчитывается несколько десятков сообществ, посвященных многоженству. В самом крупном состоят почти 5000 человек. Участники в основном мужчины, мечтающие о патриархальной семье с несколькими женами. На главной странице сайта многоженство.рф крупными буквами написано «Русское многоженство. Счастье для русских женщин». Создатель портала Леонид Егоров в соцсетях отмечает, что является многоженцем. Объявление о желании создать еще одну семью публикуется также на личных страничках соискателей. Так, 39-летний Алексей из Кемеровской области ищет себе вторую жену. В соцсети мужчина пишет о себе, что занимается репетиторством, интересуется педагогикой, здоровым образом жизни, историей и природой. Поиски ведет в соседних Новосибирске, Кемерове или Томске. В семье уже есть 2 детей, сын и дочь. Но мужчине хочется стать многодетным. 40-летний предприниматель из Новосибирска Игорь также ищет вторую жену. Идеей многоженства он заинтересовался несколько лет назад. В социальных сетях мужчина пишет, что против измен. По его словам, верная жена – это награда трудолюбивому мужу. В настоящее время российское законодательство не предусматривает возможности заключения более одного брака. По мнению экспертов, при легализации многоженства начинается правовая коллизия. Кому можно, а кому нельзя вступать в подобный брак, как рассчитывать элементные обязательства и множество других вопросов. В мусульманской традиции разрешено иметь до 4 жен с равными условиями по отношению к каждой. Ранее представители российского мусульманского духовенства заявляли, что многоженство по всей стране позволило бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин. По их мнению, законное многоженство гораздо лучше, чем наличие 40 любовниц и безответственность перед ними и внебрачными детьми. Несмотря на то, что в исламе разрешена полигамия, в таких странах, как Турция, Тунис и Алжир, законом запрещается многоженство. А в Иране для повторного вступления в брак нужно согласие первой жены. В Ираке, Марокко, Пакистане и Сирии для этого нужно получить разрешение властей. Мы стараемся для вас. Поддержите канал, поставьте лайк этому видео. А еще заходите к нам на канал. У нас там много других интересных новостей.